Привет из Арабских Эмиратов! Я приехала в Шарджу и остановилась в отеле Four Points by Sheraton. В этом видео я сделаю его обзор и расскажу, чем можно заняться в Шардже. Пятизвездочный отель Four Points Sheraton находится в Шардже, рядом с красивой набережной Аль-Маджаз. Расстояние до ближайшего международного аэропорта 17 километров. На ресепшн есть русскоговорящий персонал. Сотрудники отеля приветливы, отзывчивы и всегда рады ответить на вопросы и помочь гостям. При заселении у туристов не требуют залог. Доплата в виде городского налога в Шардже отсутствует. В лобби отеля Four Points приятно находиться. В кафе на первом этаже можно заказать хороший кофе и десерты. На 9 этаже отеля Four Points Sheraton Шарджа находится зона отдыха. Тут зеленые газоны, шезлонги с мягкими матрасами, бесплатные полотенца и 2 бассейна под открытым небом с контролем температуры и детскими зонами. На открытом воздухе, но под крышей, находится релакс-зона – небольшой гидромассажный бассейн. Гости отеля Four Points Sheraton Шарджа могут бесплатно пользоваться тренажерным залом, игровой комнатой и сауной. В определенные часы в этой зоне могут находиться только женщины. Для детей в отеле работает игровая комната, можно заказать услуги няни. Также гостям доступна бесплатная парковка и высокоскоростной интернет на всей территории отеля. Я бронировала стандартный номер. Он обошелся в $80 на двоих за ночь с завтраками. На мой взгляд, для пятизвездочного отеля в Эмиратах это очень привлекательная цена. При заселении приветливая сотрудница на ресепшн сказала, что бесплатно повысит мне категорию номера и у меня будет красивый вид. Давайте посмотрим, что я получила. Посмотрите, какой просторный номер, он просто огромный, здесь такая прихожая и много места для хранения вещей. Здесь отделение с полками, тут лежит фен и тапочки. Это отделение с вешалками, тут гладильная доска и утюг. А еще в номере есть бесплатный сейф. С первого взгляда номер производит приятное впечатление, но если присмотреться, то видно, что мебель тут немножечко пошарпанная. На входе зеркало в полный рост, кровать размера king size, постельное белье белое, без пятен. По краям стоят вот такие тумбочки и тут еще 2 светильника. Напротив кровати висит большой современный телевизор, под ним холодильник, он пустой и есть 2 бутылочки воды, воду пополняют ежедневно. На столе стоит еще чайник, есть набор для приготовления чая и кофе, это тоже все пополняется. Здесь вот такая зона отдыха, балкона в номере нет, а вид действительно красивый. Мне очень понравилась ванная комната в этом номере. Тут просторно, очень чисто, светло, как-то современно, хорошая сантехника, полотенца белоснежные, без пятен, хороший косметический набор, шампунь, гель для душа, кондиционер для волос и набор для бритья. В общем, мне здесь очень понравилось. Отдельно отмечу хорошую звукоизоляцию в номере. Такое в отелях встречается нечасто. Уборка и интернет тоже были отличными. Зачем ехать в Шарджу? Расскажу об интересных местах Эмирата, а также о том, чем можно заняться и что есть рядом с отелем Four Points Sheraton. Прямо в здании отеля находится гипермаркет. В нем огромный выбор продуктов и адекватные цены. Тут же есть кафе, где продают свежую выпечку. Совсем рядом расположен главный крытый базар Шарджи – Blue Souk. Русские туристы называют его паровозиками за внешнюю схожесть с вагонным составом.
Тут можно выгодно поменять деньги и купить одежду, золото, сувениры и другие товары. Пройдя чуть дальше, вы попадете на фруктово-овощной рынок Сук Аль-Джубаил. На нем можно выгодно купить финики. Если вы плохо воспринимаете названия на слух, не переживайте, я их оставила в описании под видео. Сувениры и финики в шоколаде можно купить в магазине Day to Day. В этом районе много ресторанов и кафе. В этот заезд я открыла для себя заведение ливанской кухни. И вкусное, и цены приятные. Его название тоже будет в описании под видео. В Шардже есть очень красивая набережная Аль-Маджаз. Тут вы увидите потрясающую мечеть Аль-Нур. Обязательно погуляйте по этой набережной и днем, и вечером. Здесь просто потрясающая атмосфера. Я особенно полюбила пальмовую рощу недалеко от мечети Аль-Нур. Если вы интересуетесь историей Арабских Эмиратов, сходите в форт-музей Шарджи. Входной билет сюда стоит всего 10 дирхамов. Внутри вы увидите комнату шейха, старые мечи и кинжалы, макеты кораблей и многое другое. Еще одно место для посещения в Шардже – океанариум. Билет сюда стоит значительно дешевле, чем в аквариум Дубая. Тут можно полюбоваться обитателями Персидского залива. Погуляйте по набережной Аль-Маджаз вечером. После заката здесь обычно оживленно, но при этом безопасно. В Шардже действует сухой закон, поэтому вы никогда не увидите на улице пьяных людей. Самое красивое на этой набережной – ежедневное шоу фонтанов. В отеле Four Points Sheraton Шарджа можно забронировать проживание с разными типами питания. Завтраки, полупансион, полный пансион. У меня был первый вариант. Давайте посмотрим, чем кормят туристов по утрам. На открытой кухне жарят яйца в разных видах. Можно сделать заказ и не стоять в очереди, его принесут за столик. Из горячей еды на шведском столе всегда есть каша, сосиски, тушеные или жареные овощи, а также несколько блюд европейской, арабской и азиатской кухни. Очередей в мой заезд не было, а еду всегда пополняли вовремя. За чистотой в зале официанты тоже следили отлично. На шведском столе есть колбаса и сыр, а также соленья, овощи и зелень. На открытой кухне готовят несколько арабских блюд – фалафель, овощные котлеты во фритюре, лепешки и так далее. В открытом буфете предлагают йогурты, хлопья с молоком, различные булочки, кексы и круассаны, а также горячие блинчики и вафли. На шведском столе есть шоколад, кленовый сироп и несколько видов джема. Из фруктов предлагают яблоки, апельсины, арбузы, дыни, ананасы. Из напитков есть сок, йогурт с мятой, один вид смузи, чай и кофе в кофемашинах. На мой взгляд, готовят здесь вкусно. Если вы бронируете проживание с завтраками, то всегда можете докупить обед или ужин на месте. Отель Four Points Sheraton Шарджа предлагает гостям трансфер в два популярных торговых центра и на пляж Аль-Хан. Этот пляж считается одним из лучших в Шардже. Он хорошо оборудован. Тут есть души, кабинки для переодевания, зоны для игры в волейбол, туалеты, точки продажи напитков. Здесь можно взять на прокат зонтики за 30 дирхамов и шезлонги за 10 дирхамов. Правда, туристы редко это делают.
Песочек тут такой мягкий, что многие загорают прямо на полотенцах. Заход в море на пляже Аль-Хан плавный. Этот пляж в ОАЭ подходит для купания с маленькими детьми. Вода здесь чистая и красивого цвета. Пляж длинный и широкий. Дресс-кода здесь нет. Туристам разрешено находиться на пляже в обычных купальниках. Запрещен только загар топлес. Отель Four Points оправдал мои ожидания. Мне здесь понравилось. Он такой чистенький, с приятным персоналом, хорошим питанием и, на мой взгляд, удачно расположен в центре Шарджи. Если вас в первую очередь интересует пляжный отдых, то, пожалуй, я бы вам посоветовала подыскать отель на первой линии. Но если вам нормально ездить на трансфере, то он вам тоже подойдет. И еще для пятерки в Эмиратах у него, конечно же, очень приятная цена. Это тоже плюс. Как и всегда, в описании под видео я оставила для вас ссылочку, по которой вы сможете проверить цены на туры в отель Four Points из вашего города. Ставьте лайк, если вам понравилась Шарджа. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересного.